Всем привет! В сегодняшнем видеообзоре хочу с вами поделиться процессом декорирования елочных шаров в белом мраморном бархате. Декорировать шары я буду лепниной из текстурной пасты Sonnet. Лепнину я уже покрасила белой акриловой краской и сверху посыпала золотым глиттером. Для создания лепнины я использовала самые новогодние молды. Это часы, которые показывают без 10-12, и елка с подарками. Надеюсь, видеообзор вам понравится и будет полезен. Приятного просмотра! Сами шары диаметром 8 сантиметров, и один шар я не закрывала на нем шов, чтобы показать вам, как закрепить подвеску. Подвеска простая, но смотрится очень нежно за счет того, что сделана как бы из жемчужины и добавлена внизу маленькая страза. Думаю, что в сочетании с лепниной и стразовой цепью будет смотреться очень красиво. И закрывать шов я решила на шарах вот такой тесьмой в золотом цвете, ширина у нее 1 сантиметр. И, конечно, чтобы не затягивать видеообзор, я уже подготовила банты и на перед шара, и на заднюю сторону. Для переда я использовала отрезки. 2 отрезка по 26 сантиметров, 1 отрезок 24 сантиметра. И на обратную сторону использовала 2 отрезка по 24 сантиметра. У меня на канале есть несколько мастер-классов, как сделать такие банты. Если вам интересно, можете посмотреть их по ссылке вверху. Ссылки на них я добавлю в порядке очереди. И теперь покажу вам, как прикрепить подвеску. Ничего сложного в этом нет, но вдруг кому-то эта информация пригодится. Оборачиваю тесьмой шар, отрезаю нужный мне отрезок и затем беру нитку с иголкой, вдеваю туда подвеску и отмечаю середину на этой тесьме. Убираю тесьму с шара, пришиваю подвеску в намеченной серединке. А затем обрамляю шар тесьмой уже с подвеской. Клею тесьму я, как всегда, на горячий клей. Ну что же, основная работа сделана, а теперь приступаю к декорированию шаров. Сначала я приклею лепнину. Клеить лепнину я буду на клей B7000. И наношу на всю поверхность лепнины, затем прикладываю к шару и держу долго, чтобы она схватилась с поверхностью бархата. Кстати, лепнина из текстурной пасты Sonnet клеится быстрее, чем лепнина из зефирной глины. Не знаю, почему так происходит, наверное, из-за структуры материала. И здесь тоже нужно быть очень внимательными, точно так же, когда вы приклеиваете стразы к бархату. Поэтому сначала лепнину просто наложите на шар и посмотрите, чтобы она лежала ровно посередине, а затем уже крепко прижимайте. Иначе, если вы сильно прижмете сразу, но лепнина съехала в сторону, вы просто за рукой этого не увидите. После того, как я приклеила лепнину, далее я добавляю бант и точно такие же действия проделываю со вторым шаром. Сначала клею лепнину, а затем бант. Банты на шары я тоже клею при помощи горячего клея. Теперь я буду декорировать уже саму лепнину вот такими стразами в золотом цвете и цепью со стразами шириной 2 мм. Перед тем, как клеить, в голове я уже продумываю некий декор, который я буду делать, и, конечно, все материалы я стараюсь примерить. Так сказать, чтобы представить общую картину и уже двигаться дальше. Далее видео я ускорю, но все важные моменты я буду озвучивать.
Цепь со стразами я решила только добавить на низ елки, а далее стразы вот такие раскидать по самой елке самого маленького диаметра 1,5 миллиметра. Ну что же, один шар почти готов, и теперь я приступаю к декорированию другого шара. Часы я решила обрамить просто по кругу стразовой цепочкой. Шары готовы. Я думала, что оставлю банты так, но я решила к ним добавить еще декоративную ленту. Вот у меня есть такая лента белого цвета. Она идет узорами. Я ее порежу на некоторые отрезки и отрежу лишнее, и затем приклею к бантам на горячий клей. Те отрезки разной длины. Думаю, так смотреться будет более интересно. И, конечно, перед тем, как их приклеить, я сначала их примерю. Лента белоснежного цвета и напоминает морозные узоры. И на бантах смотрится очень красиво и отлично сочетается с белым мраморным бархатом. И думаю, что поверх этих узоров нужно будет добавить какой-то кабошон. Я примерю несколько вариантов. Но, скорее всего, я буду использовать стразу в цапах овальной формы, так как еще хочу раскидать по веткам стразы диаметром 3 мм. Для создания какого-то необычного декора очень хорошо, когда есть выбор в стразах, кабошонах и различном декоре. Все это вы примеряете и смотрите, как сочетается весь декор в целом на елочном шаре. Так как я буду работать с нежным и очень мелким декором, клеить стразы я буду на клей B7000. Он не так быстро высыхает, как горячий клей, и его я могу наносить точечно. Соответственно, работа получится аккуратной, и поверьте, работать с таким клеем намного проще, особенно при проклейке мелких деталей. И на этом декорирование шаров заканчивается, и осталось только приклеить банты на обратную сторону шаров. И вот такие шары получились. Жду от вас обратную связь, как вам такой декор. А далее я покажу, как они смотрятся на елке. Я очень надеюсь, что видеообзор вам понравился и был полезен. Если у вас остались еще какие-либо вопросы, пишите, я с удовольствием на них отвечу. Всем пока!